I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые обновленные динамические наушники от компании Sivga стоимостью $98, и приходят они в небольшой по габаритам коробке с очень стильным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно QI UTG, и присутствует логотип компании. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках здесь отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм со стеклянной диафрагмой от японской компании NEC, тогда как в оригинальных Sivga QI использовался динамический драйвер с диафрагмой из бериллия. И поверьте мне, то как теперь звучат эти наушники, это прям совсем другое дело. Ну а чувствительность составляет 103 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. И 2 набора силиконовых амбушюр. Наушники довольно небольшие, выполнены из цинкового сплава с прекрасной лицевой панелью со вставкой из южноамериканского зеленого дерева сандал. И смотрятся они, как по мне, просто замечательно. Причем на мой вкус еще лучше, чем первая версия. Да и логотипы компании на обоих наушниках хорошо завершают концепцию этого приятного дизайна этой модели. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части имеется маркировка канала и присутствует целых 2 отверстия для компенсации, которые со своей функцией справляются на отлично. Поэтому эффекта вакуума или драйвер флекса у этих наушников точно нет. Ну а звуковод у этих наушников металлический, оптимальный по длине, имеет диаметр 5 мм, получил четкий бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и дополнительно защищен сеточкой с узором. Но сидят эти наушники в ушах точно так же хорошо, как и первая оригинальная модель Sivga QI. То есть в этом плане тут ничего не поменялось, что как по мне отлично, так как тут уже и так есть как надежная посадка, где вам ничего не давит и не беспокоит при длительном прослушивании, и отличная звукоизоляция. Да и амбушюры в комплекте очень даже хорошие, и использовать их с этими наушниками можно без каких-либо проблем. Но то, что кабель теперь стал модульный, это однозначно радует, так как теперь эти наушники без проблем будут совместимы с разными источниками, и дополнительно покупать новый кабель вам не придется. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Sivga QI UTG, и эти наушники имеют усиление низких частот на 6 дБ с небольшим заходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится четко на 3 кГц. Но конечно, вы наверное обратили внимание, что он будет усилен более явно, чем низкие частоты, из-за чего эти наушники в своей подачи довольно энергично. Но скажу вам так, что они находятся еще по-прежнему на комфортном для прослушивания уровне. Так что, друзья, не пугайтесь этого графика, а лучше обратите внимание, насколько тут получились продолжительными высокие частоты, что для динамических наушников является без преувеличения шикарным результатом. Да, конечно, у них есть такие небольшие пики и расставленные ямки для компенсации, но тем не менее увидеть такое расширение аж буквально до 20 кГц, это было просто безумно круто, особенно в таком ценовом сегменте. Но подождите, ребята, вам ведь наверняка всем интересно, а в чем же тут будут отличия от оригинальных Sivga QI? Так вот, друзья, сейчас я вам об этом и расскажу. Ну а здесь у нас очень интересная ситуация, и с одной стороны оригинальные Sivga QI имели чуть более плотные низкие частоты, примерно такую же нижнюю середину, но зато вот когда мы подходим уже к области верхней середины и высоким частотам, мы видим просто огромную
разницу между этими моделями. Да, оригинальные Сивгакуи тоже звучали довольно энергично в своей подаче, но, например, на высоких частотах они играли куда более сдержанно и притемненно, и как будто бы с небольшой вуалью и добавленной теплотой. А вот слушая уже новые Сивгакуи UTG, я понимаю, что они будто бы были раскрепощены во всей своей красе, и они реально звучат намного детальнее, чище, прозрачнее и воздушнее. Да, конечно, уже с небольшой такой добавленной ноткой светлости, но тем не менее на комфортном мне уровне громкости их слушать реально приятно и ничего меня не утомляет. Причем я, конечно, не знаю, что скажут другие обзорщики, но на мой слух они точно звучат лучше, чем измеряется на графике. И вот эта новая ультратонкая стеклянная диафрагма реально имеет смысл. И это вам не какая-то там маркетинговая уловка, а серьезное и на мой вкус поистине стоящее обновление. Так что безусловно переходить на эти наушники смысл есть. Ну а вот теперь давайте уже обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Сивгакуи UTG это скорее про собранность, скорость и четкость, чем про какое-то безумное давление или гиперобъем. Эти наушники точно не играют в какие-то басхедные крайности, не пытаются заполнить все пространство супермассивной звуковой волной, вместо этого они дают очень сдержанный, но уверенный бас, точно выверенный и очень дисциплинированный в своей подаче. Он не навязывается, излишне не заявляет о себе, но его абсолютно достаточно, чтобы прочувствовать как и довольно пышную основу, так и ритмическую движение трека. И саббас в этих наушниках точно не доминирует, но вполне уверенно присутствует. Он не гудит, не расплывается, но зато уходит достаточно глубоко, чтобы создать хорошее такое ощущение пространства и объема, особенно в электронных жанрах или в каких-то атмосферных композициях. И его задача не давить на вас какой-то мощной волной, а очень грамотно подчеркнуть вот этот объем сцены и добавить немного воздуха в самые нижние регистры. И с этим справляется он безупречно. Но все же основной акцент здесь, как вы понимаете, выполнен на мидбас, который подан как очень плотный, техничный и безумно контролируемый. И каждый удар это почти идеальная по форме волна. Быстрая атака, четкий начальный импульс и мгновенное затухание. То есть никакой расхлябанности и мутности. Этот бас буквально рисует ритмическую структуру звука, подчеркивая все переходные процессы с хирургической точностью. Но прошу заметить, что он также не тянет на себя лишнее внимание, но всегда четко фиксирует свое присутствие, особенно на живых ударных или бас-гитаре. Но все же именно скорость это то, что особенно выделяет басовую подачу в этих наушниках, так как бас у них реально молниеносный. Не знаю, действительно ли так повлияла вот эта новая диафрагма, но блин, как же классно теперь ощущается басовый удар. Будто бы вот он только что взял и появился, и тут же мгновенно исчез, не оставляя после себя какого-либо затяжного шлейфа. И вот это как раз и дает нам особое такое ощущение прозрачности и максимального контроля в этом диапазоне, особенно при прослушивании сложных металл или рок-треков, где легко отделяются все инструменты, и слышно не просто бас, как общий объем, а как конкретную работу звука, где удар начинается, как уходит, и где уже появляется следующий, да и любители современной электроники это точно оценят. И таким образом низкие частоты в Сивгакуи UTG это про точность, про текстуру и про аккуратность. Они не давят на вас какой-то басхедной мощью, но при этом дают вам все нужное, и фундамент, и форму, и ясность. И как по мне, ребята, это идеальный вариант для тех, кто не гонится за количеством, а ценит в первую очередь чистоту и контроль. И особенно они хорошо подойдут тем, кто любит быстрый, собранный бас, который держит музыку в тонусе, а не превращает ее в какое-то гулкое и непонятное месиво. Ну а средние частоты в Сивгакуи UTG это абсолютная противоположность какой-либо тяжеловесной или приглушенной подачи. Здесь все звучит легко, прозрачно и безумно открыто, и эта середина не просто детализированная, а она будто бы светится изнутри и буквально передает вам каждую эмоцию и каждую интонацию, не теряя при этом контроля и музыкального аккуратного вкуса. И самое главное, что в ней есть особенная воздушность, которая создает для нас ощущение, будто все звуки просто берут и парят в пространстве. И это, друзья, именно та подача, которая точно не боится быть выразительной и даже, я бы сказал, немного дерзкой, особенно в вокале, который здесь подается с особенной
особенным выделением, с характерной дерзостью и такой, знаете, добавочной экспрессией. И, например, женские голоса звучат как словно чистый хрусталь, и их интонации прозрачны до самого последнего вздоха, но при этом у них нет никакой излишне утомляющей или колкой резкости, а мужские ясные, структурные, живым объемом, в котором чувствуется не только тембр, но и физика исполнения. И вокал в этих наушниках по восприятию даже будто бы слегка выходит вперед, причем еще сильнее, чем в оригинальных Qi, но делает это не столь агрессивно, как это могло бы быть, а с естественной выразительностью, как будто бы артист подошел чуть ближе к микрофону, чтобы поделиться для вас чем-то личным. Но инструменты звучат точно и без сухости, гитары как будто бы с живым корпусом и с едва уловимым резонансом дерева в послезвучии, а клавишные с яркой атакой и прозрачным чистым хвостом от ревера, который словно тонко растекается по довольно просторной звуковой сцене. Ну а струнные, например, в классике здесь особенно хороши, в них есть и звон, и правильная острота, но без какого-либо перехода в колкость, и у меня создается ощущение, что тут будто бы все было сбалансировано буквально вот на самой грани, где музыкальность не вступает в конфликт с техничностью, и в итоге середина в Сивгакуи TG это про заметную выразительность и умеренную яркость, но без крикливости, про эмоцию без перегиба и про дерзость и музыкальность без утомления. Это та середина, которая живет, дышит, двигается и рисует музыку не широкой пышной кистью, а словно тонкой линией с особенным вниманием к деталям. И именно она и придает этим наушникам такой особенный характер, легкий, свежий, немного дерзкий и при этом невероятно музыкальный и погружающий в композицию. Но высокие частоты в Сивгакуи TG это будто настоящая демонстрация того, на что вообще способна эта модель в плане разрешения и техничности. И для тех аудиофилов, которые ценят особое внимание к микродеталям, скорости и кристальной ясности. И верхний диапазон здесь подается до безумия открыто и с явно подчеркнутым акцентом на разрешение. И это не тот случай, когда верх прячется где-то там на фоне, как в темных моделях, а наоборот, он тут явно заметный и с легкой добавленной светлой ноткой, которая придает звучанию большей живости и свежести. И первое, что прям сразу бросается в уши, это впечатляющая детальность. Каждый щелчок, шорох, атака по тарелке словно будто бы под лупой, но не навязчиво, а с таким естественным и плавным встраиванием в звуковую картину. И верх тут, друзья, реально звучит именно так, как должен, с быстрой атакой, четкими переходными процессами и безумным контролем, который удерживает все в максимальных рамках музыкального контекста, благодаря чему даже какие-то супер насыщенные, агрессивные треки отлично держат свою структуру и не расплываются в какое-то месиво, сохраняя хорошее ощущение воздушности и чистоты. Да, конечно, стоит сказать вам, что такая более яркая подача по сравнению с оригинальными Qi может не всем будет по вкусу, но после реально темных и излишне гладких и нейтральных наушников это, друзья, буквально глоток свежего воздуха. И у этих наушников реально есть такая очень легкая, светлая, добавленная нотка в характере, которая добавляет общему звучанию большей свежести и пространства, не уводя при этом эти наушники в неприятную резкость. И это скорее по моим ассоциациям про такое ощущение будто бы открытого окна, например, как сейчас в летний период, и музыка в них словно дышит, в ней полно воздуха, и каждый высокочастотный элемент не просто звучит, а он четко обрисовывает границы звуковой сцены, создает объем и добавляет большую глубину. Особенно это чувствуется на акустических и живых записях, где каждый обертон и реверберация от инструмента прорабатывается с поразительной точностью. И что важно, несмотря на вот этот подчеркнутый характер, высокие частоты не утомляют. Даже в длительном прослушивании уши не устают. То есть это не та яркость, от которой хочется сделать наушники тише, а скорее утонченная работа с микродинамикой. Отголоски, послезвучия, различные нюансы, все звучит в этих наушниках ясно, но без избыточного блеска. И в итоге это один из тех случаев, когда верхний диапазон звучит не просто технично, а по-настоящему захватывающе. Он добавляет музыку воздух, драйв и блеск, не нарушая баланса и не утомляя. И именно такой верх делает прослушивание насыщенным, живым и по-настоящему объемным. Но звуковая сцена в Сивгакуи TG это не про какой-то там безумный масштаб, а про точность, глубину и грамотное распределение пространства. Она не поражает вас какой-то сверхшириной, не пытается раздвинуть звуки до предела, как, например, у открытых моделей, но при этом дает очень четкое и внятное ощущение объема. И главное здесь глубина, с настоящим ощущением того, как далеко располагаются инструменты, как выстраиваются задние планы и как звуки слегка наслаиваются друг на друга, не теряя при этом своей читаемости. И плановость здесь просто
просто отличная. И ты не просто слышишь, где находятся источники звука, а буквально ощущаешь, на каком уровне и в каком направлении они были расположены. И при этом вокал и ведущие партии звучат ясно, без напряжения, но с правильным акцентом. Не навязчиво, а с чувством живого присутствия вас внутри композиции. И несмотря, конечно, на пускай не самую широкую стереопанораму, в звучании этих наушников есть явное внутреннее пространство и воздух, где все по-прежнему подается без скучности и давления, и даже какие-то насыщенные композиции не превращаются в кашу. Инструменты, так скажем, не натыкаются друг на друга, и каждый имеет свою четкую позицию, будь то ударный где-то в глубине сцены или легкий гитарный штрих сбоку. И эта подача точно не кричит о себе, но она очень зрелая и честная. Сивгакуи и TG не выстраивают какую-то искусственную звуковую сцену с вау-эффектом, но дают возможность услышать музыку объемной и живой, такой, какой она и должна быть. Но вывод у меня получился таков: Сивгакуи и TG это однозначно шаг вперед по сравнению с оригинальными Сивгакуи, и здесь все стало более зрелым, точным и увлекательным. Низкие частоты получили больше скорости, текстурности и контроля, а середина живости и выразительности, ну а верх техничности и безумной прозрачности и воздушности. И добавьте к этому еще серьезную доработку звуковой сцены с более глубокой и лучшей проработкой планов, и вы получите модель, которая звучит не просто лучше, а по-настоящему интереснее, причем на несколько уровней. И это, друзья, не какое-то косметическое обновление, а реально переработанная и улучшенная версия. И как по мне, Сивга очень явно постарались довести уже удачную формулу до совершенства, и у них это определенно получилось. И если вы слушали оригинальные Сивгакуи и хотели, так скажем, еще чуть больше, то UTG дают именно это: больше характера, больше эмоций и намного больше вовлечения в музыкальный материал. И это обновление точно не ради галочки, а настоящий апгрейд, который стоит всем попробовать. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.